Наверное, вы уже догадались, что если линии называются трендовыми, значит их нужно использовать только когда есть тренд, то есть последовательное повышение максимумов и минимумов. Для тренда вверх наиболее важным будет поведение минимумов, а на тренде вниз — поведение максимумов. Поэтому строим трендовые линии на тренде вверх по минимумам, а на тренде вниз по максимумам. И третье, но очень важное замечание. Лучше всего трендовые линии отмечать по последним минимумам или максимумам. А сейчас покажу, как это использовать на практике. Так будет выглядеть линия тренда, построенная по этим правилам. Согласитесь, когда смотрели на схему, было все понятно. А сейчас можно подумать, что существует 1000 способов провести эту линию. На самом деле это не так. И чтобы это подтвердить, я расскажу о 4 простых шагах, которые использую сам. Они сводят проведение линии тренда к понятному и легко повторяемому действию. Сейчас эти шаги разберем. Первый шаг. Представить движение цены в виде волны. У кого с этим возникают сложности, используйте упражнение, о котором я рассказывал в видео «Какой таймфрейм выбрать для торговли». Ссылка на ролик будет в описании. Второй шаг. На полученном волновом движении отметить последние 2 пробитых максимума. Затем находим и отмечаем минимум на участке графика между первым хаем и его пробоем. То же делаем для поиска второго минимума. Для наглядности соединим максимумы и минимумы. Этот прием хорошо помогает при построении горизонтальных уровней. Последний шаг. Соединяем минимумы трендовой линии. Эти шаги делать на графике не обязательно. Главное — научиться выполнять их мысленно. Пока вы не научились быстро в уме отмечать нужные максимумы и минимумы, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк. А сейчас, чтобы закрепить материал, предлагаю пройти тест. После теста покажу, как при помощи линии тренда оценивать силу тенденции. Сразу оговорюсь, этого приема в интернете нет, потому что это моя личная наработка. И в конце теста, когда разберетесь в материале, я ей с вами поделюсь. Посмотрите на график и скажите, какой из вариантов N, S или A показывает, как правильно провести линию тренда. Это ошибка, потому что, во-первых, линия тренда проведена, когда цена находится в боковом движении, а во-вторых, это не последние 2 минимума. Это тоже ошибка, так как тренд показал рост, а линия проведена по максимумам. А это верный вариант. Цена показала восходящую тенденцию, максимумы растут, линия тренда проведена по последним 2 минимумам. Второй пример из 10. Определите, как правильно провести линию тренда. Это ошибка, потому что первый минимум определили неверно. Если бы первый минимум определили так, то в рамках более старшего таймфрейма это допустимо. А так правильно провести тренд. Как думаете, сейчас тенденция усиливается или ослабевает? Пример 3. Подумайте и скажите, какая линия тренда проведена верно. Это ошибочный вариант, потому что использовали, во-первых, не последние максимумы, а во-вторых, отмеченные максимумы на тот момент не были сформированы на тенденции. Это тоже ошибка, так как это предыдущая линия тренда. На текущий момент минимум уже обновился. Это правильно. Линия тренда построена по последним 2 максимумам. Пример 4. Подумайте и определите, какой вариант линии тренда верный. Здесь ошибка в последнем максимуме. Он сформирован без обновления минимума. Здесь все верно. Как думаете, тренд усиливается или ослабевает? Пример 5. Выберите верный вариант линии тренда. Это ошибка, так можно было строить предыдущую линию, но не текущую. А это правильно. Если тест вызывает сложности, вернитесь к 4 шагам построения трендов и попробуйте применять их на примерах. Пример 6. Подумайте, какая линия проведена верно. В данном случае двойная ошибка. Во-первых, неправильно выбран второй хай, а во-вторых, цена нарисовала уже несколько волн снижения, и нужно было строить по их хаям. Похожий вариант можно было нарисовать, но для этого движение надо показать грубее. Сейчас с этим закончим, и я покажу, как можно было это отметить. В данном случае линия проведена верно. Как считаете, о чем говорит пробой линии? Всегда задавайте себе вопросы о поведении цены, а особенно, когда видите отклонение от нормы. Если будете активно в реальном времени анализировать график, то, во-первых, не пропустите назревающих изменений, а во-вторых, торговля для вас станет увлекательным путешествием.
Интересно, какие эмоции вы испытываете от трейдинга? Поделитесь этим в комментариях. Возвращаясь к предыдущему вопросу, если представить движение волны таким образом, то линию тренда можно провести так, что вполне допустимо. На мой взгляд, не должны смущать те участки, где цена немного пробивает тренд, потому что это указывает на слабость текущей тенденции. Пример 7. Выберите верный вариант линии тренда. В данном случае в первую очередь неверно выбран второй максимум. По первому хаю можно было провести линию, огрубив движение цены, как в прошлом примере. Но второй хай — это ошибка. Это верный вариант. Смотрите, цена в нескольких местах пробивает линию тренда, что подсказывает о слабости тенденции. Восьмой пример. Подумайте и скажите, какая линия тренда проведена правильно. Это ошибка, потому что второй минимум не сформирован. Это верный вариант. Он, кстати, подсказывает ослабление тенденции. Как думаете, что говорит об ослаблении? Обратите внимание, если продолжить линию тренда, то можно увидеть, что сила тренда некоторое время была примерно на одном уровне. Пример 9. Определите, какой вариант линии тренда построен правильно. Это ошибка. Неверно выбран первый минимум. А здесь линия тренда отмечена верно. Из трех минимумов выбрали самый низкий и потому провели тренд. Пример 10. Посмотрите и выберите верный вариант. Вариант D неверный, потому что тренд проведен не по последним двум максимумам. Это правильно, тренд проведен по последним двум максимумам. Я вначале обещал показать прием, который позволяет оценивать силу тенденций по линиям тренда. И сейчас, когда вы научились строить линии тренда, самое время прокачать свои характеристики как трейдера и научиться новому приему. Кстати, пока я не рассказал подробности, попробуйте сформулировать его сами. А потом напишите в комментариях, удалось вам догадаться или нет. Если догадаться не получилось, подписывайтесь на канал Admiral Markets, там много уникальных материалов и полезных приемов. На мой взгляд, оценивать силу тренда по одной трендовой линии неверно, потому что, во-первых, нет динамики, а во-вторых, можно, меняя масштаб оси цены и времени, много чего себе напридумывать и подогнать факты под желание. Поэтому для оценки изменения силы тенденции лучше всего использовать две линии тренда. Последний вариант М и предпоследний вариант D. За точку отсчета берете место их пересечения. После чего сравниваете последнюю линию тренда с предпоследней. Чем выше линия М на нисходящем тренде, линии D, тем тренд слабее. И, соответственно, чем ниже линия D, тем сильнее. В данном случае по поведению линии М можно сказать, что тренд сильно ослаб. Посмотрим, к чему это приведет. Как видите, тренд не изменился, но цена на некоторое время перестала снижаться. Если вам понравился прием и вы планируете его использовать, поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. А сейчас подведем итоги теста. Вы прошли тест, если ответили правильно на 8 или более вопросов из 10.